Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Вновь обострилась борьба влиятельных мафиозных кланов Захария Калашова и Мераба Джангвиладзе. Сразу несколько законников перешли на сторону Шакро. Противостояние 68-летнего Шакро молодого и 59-летнего Мераба длится больше десятилетия. Когда-то близкие к Мерабу законники покалечили племянника Калашова, Дата Краснодарского. С тех пор конфликт между их кланами и спор за лидерство в криминальном мире то затихает, то вспыхивает вновь. Судьбы этих авторитетов разница: Мераб уже долгое время живет на вилле у моря в Турции, а Шакро отбывает почти десятилетний срок в колонии строгого режима номер 2 в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Через 2 года теоретически он уже может освободиться. Шакро крупно повезло, потому что его осудили за вымогательство за год до того, как в России появилась новая антиворовская статья 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии». В последнее время ее активно применяют к законникам, что осложняет их жизнь и работу в России. Одни от греха подальше подались за границу, другие залегли на дно. Авторитет Шакро позволяет не только сохранять свое влияние на воле, но и решать вопросы с партнерами и конкурентами в других странах. По оперативным данным, недавно находящиеся в Польше армянские криминальные авторитеты связались с Шакро и попросили его выступить арбитром в одном споре. Это якобы вызвало негодование Мераба Джангвиладзе, который долгое время претендовал на лидерство в воровской эмиграции Европы. Это закончилось тем, что близкие сторонники Мераба из Кутаиси, Мераб Чаишвили, Рамаз Дзниладзе и Амиран Сапромадзе, якобы перешли на сторону Шакро. Также появились слухи о возможном переходе в конкурирующий лагерь восходящей звезды криминального мира Миндии Горадзе, который годами ранее занял руководящее положение среди белорусских воров в законе. На свободе от имени Шакро делами пока ведает Бадри Кагуашвили. По некоторым данным, он живет в Турции, хотя есть свидетели, которые видели его передвигающимся в бронированном автомобиле по улицам Москвы. В 2015 году именно Шакро помог Кагуашвили вернуть статус вора в законе, после чего они стали близкими друзьями. Тогда Бадри отбывал срок в режимной колонии Красноярска, где, по слухам, вел себя достойно, ни разу не дрогнул и не моргнул. Освободившись в 2018 году, Кагуашвили сразу же приехал в Турцию с деликатной миссией от Шакро заручиться поддержкой влиятельных коллег, чтобы отодвинуть от столичных рынков могущественного Лоту Гули. Сам Гули пользовался тогда большим уважением и авторитетом, поэтому для объявления войны против него требовался веский повод. Им стал скандал на дне рождения друга Салифова, Армана Дикого. Летом 2019-го Шакро отправил своего молодого протеже Гурама Чехладзе на праздник, чтобы сгладить противоречия. Но в итоге Квижаевич якобы стал открыто провоцировать и задирать людей Гули. Говорят, что возмущенный Дикий отвесил тогда Квижаевичу оплеуху. По воровским понятиям он не имел права этого делать, так как сам не являлся вором в законе. Шакро молодой и Бадри Кагуашвили опекали Квижаевича с 9-летнего возраста и попытались воспользоваться нанесенной тому обидой. Бадри якобы даже встречался с главой преступного мира Турции Седатом Пекером и самим Мерабом Джангвиладзе, пытаясь переманить их на свою сторону против Гули, но не преуспел. Пекер дипломатично отказался. Джангвиладзе был тогда на пике своего влияния. И когда Бадри предложил решить все имеющиеся к нему вопросы со стороны Шакро, если он выступит с ними против Гули, то Джангвиладзе в свойственной ему эмоциональной манере якобы отказал. Мол, он дружбой не торгует и что времена, когда он верил словам Шакро, давно прошли. Это только усилило взаимную ненависть Шакро и Мераба. Несмотря на провал переговоров, Лоту Гули год назад все-таки был убит в одном из отелей Белека, что изменило баланс в криминальном мире. Брат Гули Намик Салифов так и не смог набрать авторитет, а влияние некогда всесильного Мераба ослабевает.
В 2016-м Джангвиладзе лишили российского гражданства, о чем сообщили ему лично на вилле в Италии. В последнее время воров в законе выдавили из России, Украины, Казахстана и Грузии. В Евросоюзе им тоже не рады. Доходы клана Мераба за последние годы уменьшилось в разы, что сказалось на его финансовом положении.